Образ мышления звукорежиссера определяет процесс сведения аудиозаписей. Кто-то больше надеется на эквализацию, кто-то полагается на компрессию, а кто-то не мыслит себя без пространственной обработки. Есть и звукорежиссеры, которым достаточно баланса и панорамы, чтобы создать шедевральные миксы. У каждого опытного звукорежиссера есть ограниченный набор техник и определяющих звуковых характеристик, которые делают их миксы уникальными. Это накладывается и на подписные приборы, которые топовые звукорежиссеры создают с производителями аудиооборудования. Сегодня мы рассмотрим несколько примеров того, как образ мышления звукорежиссера может трансформироваться в продуманный и завершенный плагин. Что ж, начинаем. Друзья, я думаю, вы неоднократно ловили себя на том, что в разных эквалайзерах вы предпочитаете разные частотные диапазоны. Где-то больше нравятся высокие частоты, где-то низкие, где-то одна середина, где-то другая середина. Но так, чтобы один прибор сочетал в себе все самое лучшее, это, пожалуй, утопия. Тем не менее, если задуматься и выбрать только те частотные диапазоны, которые мы используем в работе чаще всего, можно сделать подобный прибор. И Дэйв Пинзада, например, не так давно сделал для себя подобный эквалайзер. Давайте на него посмотрим. Мы видим традиционные полосы эквалайзера, низкие частоты, нижнюю середину, верхнюю середину и высокие частоты, но этот прибор эклектичный. Он состоит из множества разных девайсов, которые Дэйв использует в своей работе. Во-первых, на низких частотах доступны 50 и 80 Гц, которые реализуют одну из фирменных фишек Дэйва. Давайте посмотрим. Видите, какое интересное усиление? Усиливается не какая-то частота, а частоты рядом с ней. То же самое и с 80 Гц. Подобная обработка позволяет увеличить сустейн у баса, у бочки или у других обрабатываемых инструментов. А вот 100 Гц на этой полосе уже работают больше похоже на обычный пултековский эквалайзер. То же самое касается 160 и 360 Гц. Довольно необычный набор частот для низкочастотной полосы, но Дэйв его использует и выбрал именно эти частоты. Давайте посмотрим на нижнюю середину. Здесь перед нами разные колоколообразные фильтры. Какие-то более узкие, какие-то более широкие. Но опять же, все вот эти частоты отображают те диапазоны, с которыми Дэйв работает больше всего. Определенно, здесь разные девайсы под капотом. Особенно здесь видно. 800 Гц и 650 точно отличаются друг от друга. Посмотрим на верхнюю середину. Это определенно похоже на Klein & Hummel UE100, как и вот эта полоса. А 2 кГц, в свою очередь, обычная высокочастотная полка. А вот 7 кГц выглядит как нивовский фильтр. Посмотрите на разницу между 7 кГц и 8 кГц. Это точно разные приборы. То же самое и с высокочастотной полосой. Вот перед нами обычное эйровое усиление, а вот уже нивовская полка. 34 кГц очень похоже на MAG-EQ. А здесь обычные... Да, похоже, это обычные SSL-овские фильтры. Посмотрим на обрезные фильтры. Определенно, поведение очень похоже на фильтры SSL. Как вы заметили, действительно, в эквалайзере Дэйва Пинзада присутствуют самые разные устройства, которые Дэйв использует в своей работе больше всего. И очень круто иметь в одной графической оболочке все, что нужно для обработки любых инструментов. Посмотрим на преампы. 2 совершенно разных преампа, которые Дэйв также очень часто использует в своей работе. Если мы посмотрим на плагин в общем, сразу понятно, что это простое устройство. В нем нет ничего сложного, ничего замысловатого. Но если задуматься более внимательно, вы поймете,
так же, как и понимаю это я, что внутри этого прибора лежит огромный опыт, который Дэйв нарабатывал в течение последних нескольких десятилетий. И вот эти частоты, которые мы видим на графическом интерфейсе, отображают все те основные музыкальные характеристики, которые Дэйв вкладывает и вкладывал в свои миксы. Чтобы сделать вот этот теоретический момент более практическим, мы можем посмотреть на пресеты. В вот этом списке можно увидеть отправные точки для основных групп инструментов. Для бочки, малого барабана, баса, вокала. Дэйв знаменит своим вокальным звучанием, и здесь есть несколько вариантов обработки, которые сделают наши с вами миксы, в том числе, более похожими на миксы Дэйва Пензада. А давайте проверим, как это звучит. Я открою Пензада EQ на вокале, и мы попробуем какой-нибудь пресет. Например, Vocal Punchy. Я думаю, вы обратили внимание на то, что с вот этими обработками вокал стал ближе, он лучше читается, он более искристый, более яркий. В общем, даже без дополнительных корректировок уже вот эта настройка Дэйва сработала отлично в нашем миксе. Это еще раз демонстрирует то, что выбранные диапазоны частот действительно хорошо сочетаются друг с другом и отлично подходят для самых разных миксов. Давайте посмотрим еще на этот эквалайзер с барабанами. Попробуем пресет стереобас. Но вместо ослабления низа усилим его. Более скромное звучание. А теперь более панчевое. Малый барабан особенно круто усилился. Послушаем в миксе. Шикарно, но это только эквалайзер. А давайте посмотрим на более свежий прибор, который недавно выпустил Майк Дин, и в этом приборе больше всякой красоты. Это Gain Station. Если Дэйв в первую очередь ориентируется на эквализацию, то фишка Майка Дина — это distortion. Динамическая обработка, сатурация, еще сатурация и еще сатурация. И пока сатурация не превратится в жесткий перегруз. Вот это работы Майка Дина. Мы это слышим в его басах, в его барабанах, везде. Давайте послушаем Gain Station на басу. Настройки по умолчанию. Даже в настройках по умолчанию уже есть некоторое усиление. Но попробуем какой-нибудь пресет. Например, Crunchy Synth Bass. Очень злое звучание. Давайте сделаем преамп менее агрессивным.
а клипер сделаем более агрессивным. Преамп и клипер прекрасно дополняются эквалайзером, но в отличие от супер навороченного Pinzada EQ, здесь только эквализация низких частот и высоких. И эта эквализация определенно пултековская. 3 кГц, 10 кГц, 60 и 100 Гц. Давайте попробуем добавить верха. Без обработки. Более скромный бас. А теперь более жестокий. Как вы видите, два плагина, два совершенно разных образа мышления, два совершенно разных подхода к формированию звука. Но при этом оба этих подхода можно использовать и в наших миксах. Эквалайзер Дэйва Pinzada — это универсальная рабочая лошадка, чтобы сделать все, что угодно с частотной характеристикой аудиозаписей. А плагин Майка Дина позволяет добавить агрессии где угодно и куда угодно. Подвесных плагинов существует огромное множество. Сегодня я показал вам лишь пару приборов, которые, тем не менее, прекрасно демонстрируют идею того, что образ мышления звукорежиссера принципиальным образом влияет на то, какое звучание он будет создавать для своих миксов. Попробуйте на досуге подумать о том, а как же вы мыслите в процессе сведения, какие используете приборы или какие отдельные модули отдельных приборов помогают вам получить звучание, которое доставляет вам истинное удовольствие. И, конечно же, напишите о своих находках в комментариях. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Пливите к звуку.